Всем привет! Меня зовут Иван, это канал Юрганов Лайф. Друзья, вы любите квашеную капусточку? Такую сочную, хрустящую? Да? Тогда в этом ролике мы научимся ее готовить. Итак, друзья, прямо сейчас приступаем. Канал Юрганов Лайф, Иван, рецепт засолки капусту на зиму. Итак, погнали! А для этого потребуется нам капусточка, обычная белокочанная, поздних сортов или среднепоздних сортов. Вот такая красивая. Я предпочитаю брать капусту небольших размеров, но при этом, чтобы она была твердая. Твердая, как камень. Не мягкая, да, на ощупь, а твердая. Что это значит? Это значит, что она плотная. Имеется в виду, что все листья у нее сочные. Очень сочные. И что ее начнешь резать, она будет хрустеть, как спелый, приспелый арбуз. Дальше потребуется нам морковка. Обычная морковка, которая растет у вас на огороде или продается в любом овощном магазине. Желательно, чтобы она была сладенькая. Также потребуется соль. Каменная соль. Именно каменная соль, крупная такая, никакая не йодированная, потому что если вы будете йодированную применять соль, то капуста ваша будет дряхлая и невкусная. Только каменная, крупная каменная соль. Эмалированное ведро. У меня в моем случае вот такое. На 15 литров. С рукояточкой. И даже с крышкой. Острый нож для того, чтобы шинковать капусту. И я буду использовать деревянный гнет, но вы можете использовать любую. Тарелку, банку, наполненную водой, бутылку, камень, гирю, все, что хотите. Я буду использовать вот такой. Итак, приступаем. Начинаем с того, что вилки капусты сполоснем под проточной холодной водой и немножко задряблые листы будем убирать. Дальше чистим морковку. А сейчас будем шинковать капусту. Берем вилок, разрезаем на 2-4 части и будем мелко нарезать ножиком. Один вилок нашинковали, потом на терочке одну морковку. И поочередно капуста, морковка. И так, пока не наполним этот тазик нашей капусточкой. В дальнейшем мы перемешаем, добавим соль и уже поставим под гнет. Итак, приступаем, шинкуем капусточку и натираем морковочку.
Вот что получилось. Уже объема мне хватает, потому что кастрюлька у меня поменьше этого ведра, можно так сказать. То есть как раз само то, чтобы полностью ее заполнить. Так, при этом тут у меня, конечно, небольшой срач. Кочерышки я не резал, их никто не режет, хотя самое интересное, в детстве я любил их очистить и скушать. Они такие сладкие. Вот у меня 3 кочерышки есть, и я сейчас это сделаю. 1 вилок остался и 1 морковка осталась. Ничего страшного, пускай пригодятся в другом деле. Так, ну а это мы сейчас перемешаем, добавим соль. Скажем так, на этот объем я добавлю где-то грамм 150 каменной крупной соли. Перемешаю, раздавлю, подавлю капусточку и потом уже буду убирать вот сюда в ведро. Размял капусту, перемешал с солью и с морковкой, и уже капуста начинает давать свой сок. Смотрите, у меня уже слюнки текут от того, что я ее попробовал на соль. Получилось само то. Капусточка замечательная, уже начинает, вот я прям предчувствую того, что она получится просто огонь. И борщ, и щи, и винегрет, и все будем готовить на ней. Так, ну а теперь перекладываю в ведро и ставлю под гнет, чтобы давало сок. На низ ведра я положу пару капустных листьев, чтобы закрыть дно. И теперь буду уже складывать непосредственно саму капусту. А теперь капусту будем ставить под гнет, но предварительно, так же как снизу я подложил капусту, листы капусты, я сверху также наложу листочки. Вот таким образом. И теперь уже сам гнет. Гнет у меня такой деревянный, вы можете, как я его изготовил, увидеть в ролике, который будет в рекомендации после того, как посмотрите этот ролик до конца. Итак, само основание, шток, чтобы давил на основание, и жгут. Обычный жгут, который я купил, кровеносно кровоостанавливающий, так правильно будет сказать, который я купил в аптеке. Стоимость его 150 рублей. Вот таким образом цепляю за рукоятки. Если у вас не будет ушек для ручки, то не беда, можете вокруг всей кастрюли протянуть. Итак, там зацепилось, а здесь просто натягиваем. Вот и все. Натянули. Теперь все это будет давить на капусточку, будет выделять сок. И ставим в тепло где-то, наверное, от 18 до 23 градусов тепла, самая такая оптимальная. Капуста будет бродить. Раз, наверное, два раза в день, то есть утром и вечером надо капусту протыкать. Специальные такие дырочки я проделал. Протыкать капусту, либо там, вот я буду шампуром. Обычный такой шампур как раз по всей длине, которая у нас засолена капуста.
И когда появится пена, я буду ее убирать. И так 3 дня. А потом, когда уже, скажем так, сок будет прозрачный, который выделяет капустный сок, то чистый, то, соответственно, капуста будет готова. Можно будет уже употреблять в пищу. Итак, оставляем, ждем, когда выделяется сок, и смотрим конечный результат. Немного сильнее надавил на гнет, и посмотрите, сок начал уже выделяться. Все отлично, процесс пошел. И я буду убирать на балкон. Для своей капусты я самое оптимальное место нашел. Это вот на балконе. У меня теплый балкон. На улице зима. А я сюда в холодочек. Тут как раз и прохладненько, и в то же время тепло. Поэтому капуста здесь у меня будет бродить, кваситься, а потом будем кушать. Появляется пена, и помогаем капусте выпускать газы с самого дна. Вот таким образом. О, то есть процесс брожения идет полностью. Полным ходом. Даже я, наверное, сейчас гнет подниму и также еще протыкаю капусту. Вот такая красота получается. Проткнули и ставим заново гнет. 3 дня прошло, капусточка готова. И теперь, друзья, давайте посмотрим, что у нас получилось, как она приготовилась. Итак, пойдемте. Убираем гнет в стороночку. Ай, какая капусточка! А аромат-то какой квашеной капусты, прям в нос бьет. Ай, огонь. Так, резиновый жгут убираем. И также убираем листья, которыми придавливали нашу нарезанную капусточку. Итак, в сторону. И смотрим. Посмотрите, какой цвет насыщенный, яркий. Сказал бы свежий. Свежий, правильно, свежей квашеной капусты. Берем, накладываем ее сразу же бегом. Вкусняшку, нашу вкусняшку. Ай, да какой запах, такой кислый, кислый. Класс. Так. Как будто даже мало. Еще что ли добавить? Ладно, обойдусь. Слюнки текут. Супер. Вот такая получается квашеная капуста. Сейчас самое интересное, сюда надо добавить подсолнечное масло ароматное, прям ароматное. И просто получится салатик. Салатик самый вкусный в мире. Буквально немного ароматнейшего. Вот такое количество. Перемешиваем и кушаем. Остатки капусты я храню на балконе. Он у меня холодный. Накрываю крышкой и оставляю. И когда мне надо будет, я прихожу со скребком, нашкрябаю себе сколько надо капусточки и ухожу. И так всю зиму. Вот и все, вы узнали, как приготовить капусту, квашеную капусту в домашних условиях. Ничего сложного, все очень просто. Капуста, морковочка, соль каменная и душа. И с душой у вас все получится. При этом я скажу, эту капусту можно употреблять вместе с горошком, клюкву добавлять, либо бруснику, какие-нибудь ягоды в борщ. Просто как салат, и будет просто вот такой огонь.
А я же с вами прощаюсь. Это был Иван, канал Юрганов Лайф. Если видео вам понравилось, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, пишите ваши отзывы. Может, у вас какие-то есть свои рецепты. Ну, а я с вами прощаюсь. До новых встреч. И говорю вам приятного аппетита. Пока. Замечательно хрустит. Пока.